Ребят, не знаю, я, честно говоря, не хотел покупать драндулет. Не знаю, насколько он хорош. Давайте просто пойдем и чекнем его в мастерню. Может быть, это реально будет тот самый кастом за копейки. А может, я в очередной раз купил херню. Здорово, райдеры, с вами Дэр. Меня зовут Андрей. И с первого взгляда вы, наверное, подумаете, что какого хрена он купил опять какой-то драндулет непонятный, что это вообще такое, зачем это все нужно. Не спешите меня третировать. Этот велосипед не так-то просто, как кажется. Во-первых, это норка. Причем не просто какая-то норка, а норка Реф. Это такой типа нечто вроде Radio Comrade от Radio, либо VTP Envy от VTP. То есть верхний комплект в линейке норка BMX. У него есть ряд некоторых новшеств, которые меня привлекли. Это жирные покрышульки, хромированный руль Fiction, вынос Cult Salvation, красный топ-лоад. Это очень круто, это всегда хорошо, это очень радует. Велосипед неплох. Если бы еще звезду тут вот поменяли бы заведомо на что-нибудь другое, было бы вообще круто. В целом, я доволен покупкой. Велик обошелся мне в 9000 рублей. Я хочу, чтобы мы сейчас вместе с вами разобрали драндулет и решили, тот ли это самый кастом за копейки или очередной драндулет, который просто никому нафиг и не сдался. Поехали! Признаться, данный байк был самым паршивым, самым поганым в разборке. Было очень сложно выбить как раз таки вот этот вот вал. Это у нас вал 16-шлицевый. Где-то мы такое уже видели, вспомните где. Если вспомнили, напишите в комментарии, где же был 16-шлицевый вал. Представляю вам, ребятки, самые легкие шатуны в своем классе, 19-миллиметровые. Весят они примерно 782 грамма. Вот эти вот шатуны. Супер лайтовые, все благодаря чему? Опять-таки, вот этому вот сверлению. То, что оно все очень полое, все очень легкое. В общем, по цене, по шатунов тех же самых, они довольно тертые. Да, они типа в хорошем состоянии, все работает круто, но они тертые, они такие старенькие. Кстати, двухсторонние, если что. И они еще и двухсторонние, и еще и под микродрайв. Офигеть вообще. Я бы эти палки оценил примерно в 1500 рублей. Казалось бы, недорого, но состояние такое себе. Педальки здесь просто, я не знаю, ну это жесть. Их вообще здесь шипов вообще нет, посмотрите, вот просто. Но они ничего не стоят, это мусор. Вот просто мусор, я беру их и в мусорку так. Все, их нет. Были? Нет. Минус. Дальше, цепка. Цепка здесь, я так понимаю, Одиссей. Потому что в стоке на Норка Реф стояли покрышки Одиссей, цепка Одиссей и грипсы Одиссей. То есть Одиссея они очень любили, но почему-то с этого байка Одиссей весь куда-то ушел. Осталась только цепь. Цепь это Одиссей Bluebird в хреновеньком состоянии, такая она жухшая, такая вся вот такая фу-фу-фу. Ее не будем даже оценивать, так что пойдем дальше. Ваша любимая... А у кого-то нелюбимая звезда, вот она, в не самом плохом состоянии, я бы сказал, даже учитывая, что она сделана из такого дешевенького алюминия. Здесь она чуть-чуть подкушена вот в этом месте. Зубья, в принципе, в неплохом состоянии, видно, что она катана не очень много. Но у нее есть один большой минус, то что ее можно поставить только на 19-миллиметровый вал. То есть, если у вас тандербольты, вы ее не поставите. Если у вас любые 22-миллиметровые палки, которые сейчас куча, вы ее не поставите. То есть, только 19 миллиметров. И, не знаю, насчет продажи, скорее всего, я ее сохраню, как экспонат. Но, если оценивать ее, я бы оценил ее примерно рублей в 500. Вот, не больше. Рулевая на отличных промышленных подшипниках. Очень приятная, очень кайфовая. Называется она, ваша любимая, кстати, рулевая... Частый гвоздь нашей программы, блин, ФСА. В этот раз это пластиковая, не самая дорогая часть, но типа под лайт, там, типа лайт, все дела. Вот, рассчитана. В комплекте идет также пластиковая вот такая штучка ФСАшная, прозрачная. И, соответственно, распорочный конус, вот такой. Опа. Рулевая очень качественная. Я про прома. Это вся херь отдельная. То есть, вот. Сама рулевая очень качественная. И подшипники в хорошем состоянии. Я бы это все дело оценил примерно в 500 рублей.
Каритос, несмотря на то, что мне пришлось его выколачивать из вала, в не самом плохом состоянии. Собственно, не стучит ничего, все хорошо. Это у нас Каритос подшипники Speed. Плюс 30 к скорости сразу же. Я бы эту хренотень все оценил, ну, примерно рублей 400. Потому что больше она, в общем-то, и не стоит. Вилка мне очень-очень нравится здесь. Самый главный плюс данной вилки — эта вилка изначально хромированная. А потом она сверху покрыта специальным лаком, который со временем все, блядь, его сдирают, как всегда. То есть, и вот это видно и здесь, и здесь, и здесь. То есть, берете растворитель, смываете, все, и у вас хромированная вилка. Просто хром, limited, вся фигня. Вилка данная, это разработка чисто норковская, то есть, очень необычные такие ноги здесь. Все такое легенькое, они такие наваристые. Топ-кэп, правда, вот, ему кирдык, собственно. Пожалуйста. Вот такой вот топ-кэп, весь такой удроченный, раздроченный. Поэтому его 100% выкид под замену. А сама вилка в таком состоянии, в отменном. Кстати говоря, термообработанная вилка. Очень редко, когда на комплиты, в принципе, ставится вилка с термухой. Это очень-очень редкий случай. Но норка, они как бы не от мира сего, в принципе, ребята. Поэтому вилка такова. Я бы ее оценил в данном исполнении, учитывая, что она может стать хромом в любой момент, ну, примерно в 2500 рублей. 2500 за вилку с норки. А на вашем байке были ли когда-нибудь хромированные детали? Если да, напишите в комментарии, какие. И вообще, нравится ли вам хром? Мне лично так, средний. Да-да, не удивляйтесь, собственно, 2500, казалось бы. Но я говорю, чуваки, эта вилка потенциально хромированная, и она того стоит. Сидушка здесь стояла обычный комбарек вот такой, уже немножко рваненький, поганенький, норковский. Вот здесь логотип фирменный норковский. Ну, сидуха такая себе. Я бы ее оценил в таком состоянии не больше 500 рублей. Дальше идет одно из кастомизированных штук на байке. Это вынос Cult Salvation. Вот такой вот он весь фрезерованненький, красненький. Хорошая штучка, топ-лот вообще клевая штука, потому что он здраво поднимает руль. В данном случае вынос выбран не самый поганый, да, он супер простой, здесь ничего лишнего нет, но он в отличном состоянии, и мне кажется, оценить его, к примеру, в, ну сколько, ну допустим, 2000 рублей. Что думаете? Мне кажется, неплохая цена, 2000 за Cult Salvation в идеале. А рулец Fiction, это у нас модель Fiction Troop. Она называется, то есть это не значит, что вы, если поставите и будете, то будете труп. Вот, просто так называется она, Fiction Troop. Вот, здесь нужны насечки подраспил. Только здесь ничего не пилено, хотя вроде бы пилено с одной стороны. А нет, ничего не пилено, короче. Не пиленый руль, это 9 в хромированном цвете, соответственно, у нас, понимаете, потенциально вилка хромированная и руль хромированный. Супер клевый сет, не гнутый, я уже проверял. Я бы его оценил в данном сочетании примерно, ну, 2000 рублей. Переднее колесо у нас на болтовой втулке. Она у нас на больших жирных фланцах таких. Обод Alienation 440. Это стандартное колесо, которое стояло на многих норках. Из интересного, кстати, еще спицы Richmond здесь. То есть это нержавеющая сталь, очень хорошо. Ну, собственно, норка, я говорю, они делали крутые комплиты. Ну и сама втулка, в принципе. Единственное, болты только мне не нравятся, потому что шляпки довольно-таки какие-то низкие. Вот переднее колесо таков, вот именно в таком состоянии, но отмытое, разумеется, я бы оценил примерно, ну, не меньше 2500 рублей. Заднее колесо. Заднее колесо, в общем-то, вся та же самая фигня, только единственное состояние чуть похуже у обода. Он у нас вот тут тертый такой весь. Вот, и еще, кстати говоря, вот эта штучка, она здесь должна быть на резьбе. Но из-за того, что, походу, резьба слизана, то есть она должна закручиваться вот туда, в корпус. Но в данном случае она нифига не закручивается. Возможно, что там забилась грязь какая-то, это надо будет посмотреть все внимательно, но, по крайней мере, она работает и не проскакивает. Это очень важно. По цене данного колеса, если оно будет полностью починено, я бы сказал, что оно стоит 3000 рублей. Сет покрышек. Сет покрышек у нас вовсе не сет. Это у нас код Beast. Да, в хорошем состоянии, серого цвета. А это у нас Sting. Salt Sting 240. Очень жирная хреновина такая. Прям я бы сказал. За две покрышки я бы попросил примерно, ну, 1500 рублей. В общем,
общем, за 2 покрышки неплохо. Они в идеальном состоянии, 2.40, в общем-то, вполне себе пойдут на какой-нибудь стриток, все дела. Последняя, финалочка. У нас рамца. В этот раз на ней, в общем-то, написано, что это норка. А вот и обещанный победитель, молодец. Поздравляю, правильно. Рама была не что иное, как Норка CH. А остальные не унываем. Дальше интересней. Вот фирменный шиль норковский. В раме я, в общем-то, в этой как бы ничего нового не видел, у меня раньше такие были. Она термообработана, она, с баттингом, она с внешним баттингом, она просто, я не знаю, супер легкая. Но есть один кардинальный минус, который все перечеркивает. В этом месте у нее очень-очень дурацкий зажим, в котором она постоянно трескается, у многих. Вот. И в целом она довольно-таки фольговая, то есть такая, ну, скажем так, для каких-то жестей она совершенно не подходит. Но для начального уровня, для если вы какой-то паренек, она, в общем-то, довольно неплохая рамца. По ростовке здесь 25 она, перья 13.75 в слэме. Ну, что сказать. По состоянию, в общем-то, неплохо, но, наклейки все эти срубить. Кстати говоря, где-то чувак нашел наклейки DR Custom старые. Скорее всего, он взял их в смене, в Хэллоуин. Круто, да? Как я все четко, я понял. Это как дедуктивный метод, понимаете? Увидел, понимаете, все, сразу пришло. Раму бы я оценил примерно в 3500 рублей. За такую раму, в общем-то, не так и дорого. Напоминаю, что я купил данный велосипед за 9000 рублей. И как вы можете видеть, я, в общем-то, деньги отбил. И я готов утверждать, что данный байк является кастомом за копейки. Ну а с вами был Андрей. До новых встреч!